Добрый день, дорогие стрельцы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на это лето 2025 года. Да, дорогие, это лето новой жизни. Присаживайтесь поудобнее. Будем с вами планировать июнь, июль, август и сентябрь 2025. Ведь астрономическое лето у нас длится до 21 сентября. Да, ребят, это гороскоп по декадный, поэтому стрельцы первой декады — это те, кто родился в ноябре. Еще такой скорпионе запал, у вас есть такая пробивная сила. Стрельцы второй декады — это те, кто родился с 1 по 10 декабря. Такие активные прям стрельцы с большой целью по жизни. Хочется двигаться вперед, если, конечно же, цель у вас есть. Если цели у вас нет, то двигаться вперед очень сложно. Ну и стрельцы третьей декады — это те, кто родился с 11 декабря и до знака зодиака Козерог. Да, ребят, буду рассказывать, как повлияют очень много событий, потому что у нас в июне уже ваш управитель Юпитер поменял знак. Весь последний год он шел по близнецам. Кстати, делала позицию к солнышку в ваших транзитных картах. Скажите, как прошел ваш последний год, потому что на ближайший год Юпитер будет в знаке зодиака Рака. И как повлияет на стрельцов вообще эта история? Но Юпитер в Раке – это всегда расширение наших семейных связей, это наше изменение в семейных отношениях. И здесь, конечно же, все будет зависеть от Юпитера в ваших натальных картах. Гармоничный он, напряженный он. То есть вы с каким масштабом по жизни идете, да, есть ли у вас здесь какие-то моменты, о которых вы постоянно спотыкаетесь. То есть Юпитер в Раке пересмотрит ваше ощущение на семью, на семейные ценности, на расширение семьи в этом году. С 10 июня 2025 по 30 июня 2026 год Юпитер будет идти по знаку зодиака Рак, поэтому те, кто захочет обзавестись семьей, потомством, расширить свою жилплощадь, то есть эти истории все будут стоять, как, конечно же, у вас на пути. И это неплохие истории, хочу сказать. И у нас в день летнего солнцестояния вчера буквально 21 июня, еще длится этот день, да, у нас, конечно же, все эти моменты поднимаются очень сильно и очень ярко. У нас на момент солнцестояния еще, конечно же, у нас на днях с вами будет новолуние, запустится новый лунный цикл в Раке, и этот момент еще больше закрепится. У нас будет Луна в соединении с Солнцем, в соединении с Юпитером и в квадратуре с Сатурном и Нептуном. И эта история такая, очень большой, мощный триггер внутри, связанный как раз-таки с теми вопросами Юпитера, которыми будут у вас вставать, потому что здесь могут также подняться вопросы своего карьерного роста, ну, потому что для благоустройства семьи необходимы финансы, необходимо финансовое положение, ну и, конечно же, наши эмоции, разделенные и неразделенные, будут основным триггером и движением к этому. Поэтому здесь, дорогие мои, смотрите, если вам не хватает финансов, то здесь Сатурн в квадратуре к Солнцу с Юпитером будет, конечно же, в прямом смысле об этом говорить, что мне мало, мне нужно больше, мне дискомфортно. И это нормальная такая основная история, которая с нами продлится на ближайший месяц. Да, ребят, здесь еще, конечно же, Нептун в соединении с Сатурном. Это когда мы очень сильно по этому поводу переживаем. Здесь, конечно же, такой большой, мощный, активный триггер у нас будет у стрельцов первой декады, когда захочется прям все делать в позитивном ключе,
здесь и Сатурн в гармоничном аспекте к Солнцу Стрельцов первой декады, да, то есть здесь такое настроение активно делать, идти вперед, развиваться. Скажу, что у Стрельцов второй декады здесь, конечно же, кармические вопросики, вам будут спрашивать и задавать, навеивать движение вперед, а что же я делаю, что же я такого делаю, что я не могу пройти вперед. То есть здесь будет такой сильный вопрос своего мировоззрения, мироощущения, пересмотра своего я, своих ценностей. Возможно, здесь будут какие-то моменты несостыковок ожиданий реальности. Да? Здесь без завышенных требований, трезво и здраво смотрите на свою жизнь. Это такая нормальная история реальности. Не убегайте в какие-то там иллюзии, да? Смотрите, как есть на жизнь, для того, чтобы не создавать себе дополнительных сложных вопросов, потому что иногда бывает, вот наша жизнь она такая, но мы смотрим как у кого-то, да, и нам хочется так же. А когда мы начинаем делать, как другие люди делают, то нам несчастливо от этого, потому что мы не получаем вот этого удовольствия, которое мы хотим получить от реализации всего собой задуманного, да, получается, мы проживаем чужую жизнь, а свои желания не реализованы по-прежнему. Поэтому вот такая история у Стрельцов второй декады. У Стрельцов третьей декады, ребята, я понимаю, что примерно месяц вы отдыхаете, Сатурн перестал делать квадратуру к солнышкам Стрельцов третьей декады. И я понимаю, что этот месяц, если вы продолжили в отдыхе, в расслаблении, то неплохо, ребят, да. Если же вы продолжили в том ключе достигать, идти вперед и развиваться, это очень даже хорошо, потому что настроение Сатурна, оно все-таки вернется снова, потому что буквально еще 2 месяца Сатурн будет в Овне, но 1 сентября он вернется в Рыбы и, да, будет в ретроградном движении катиться и делать опять квадратуру к Стрельцам, ребят, третьей декады, поэтому здесь опять вот это движение финансовое, напряженное, пахота, да, потому что Сатурн в квадратуре это когда нам нужно достичь результата, выполнить определенные действия, связанные они с финансами, с долгами, обязательно с финансовой историей, когда нам нужно прям постараться, да, то есть мы не очень хотим это делать, нам не очень это нравится, но Стрельцы третьей декады, у вас и так уже фонит настроение Козерогом, да, поэтому если вам для достижения какой-то цели нужен Сатурн, то знаете, с 1 сентября он опять будет в третьей декаде Стрельцов, поэтому делать квадратуру к третьей декаде Стрельцов. Поэтому здесь понимаете, что с 1 сентября пахота однозначно будет, поэтому здесь понимаете, что если вам сейчас эти эмоции не нужны, хочется отдыхать и расслабляться, но отдыхайте и расслабляйтесь. В чем тогда проблема? Конечно, ребята, если у вас нет ваших личных транзитов на домарные сетки, потому что я надеюсь, всем понятно, что у меня открыта здесь общая транзитная карта, и ваши личные, да, данные я здесь просто не вижу, поэтому указывайте здесь свою дату, время, место рождения, ваш вопрос, чтобы я вашу натальную транзитную карту открыла для того, чтобы ответить на ваш вопрос, что у вас там еще происходит, чего мне здесь не видно при всех моих математических подсчетах, да, понимаете, да, я надеюсь, эту историю. И идем дальше. У нас 24-25 июня, все зависит от полушария, в котором вы находитесь, запускается новый лунный цикл. У нас, естественно, Солнце в соединении с Луной, в соединении с Юпитером. И вот четко этот момент, который я рассказывала, да, дорогие стрельцы всех декад, как мы идем вперед, что нам нужно будет для нашего развития, для нашего такого большого мощного продвижения, потому что Юпитер ваш управитель, не основной, да, но Юпитер сейчас еще находится в квадратуре с Нептуном, 2 ваших управителя, и Нептун в соединении с Сатурном, где в прямом смысле планеты говорят, вот сейчас нужно постараться, сейчас нужно, да,
напрячься, хочется расслабиться, да, или кого-то наоборот расслабляет вот эта история, например, стрельцы третьей декады могут немножечко сейчас расслабиться, если позволяют аспекты, но психологический момент все-таки напряжение еще сохраняется недели на две. У стрельцов и первой, и второй декады здесь, конечно же, ребята, если вы идете в ногу со своими аспектами, то есть если вы не снижаете планку своих действий, то вы идете к результату. А здесь результат какой? Финансовая составляющая, социальный статус, карьерный рост, здесь положение в обществе, здесь тот самый уровень жизни и комфорта, особенно если вы недовольны, особенно если Нептун в ваших натальных картах в напряжении идет с Луной, да, когда вы чувствуете кожей, что что-то грядет, что что-то будет меняться, а меняться у нас на самом деле, ребята, будет. У нас как раз-таки запускается новый лунный цикл, и вот первые 2 недели июля у нас будут достаточно напряженными, да, напряженными они будут в чем? У нас к концу июня складывается на небе аспект Венера в соединении с Ураном. Это история, когда мы очень сильно хотим выйти за рамки. Мы вот себя держали вот в таких рамках, да, особенно там в любовных отношениях эта история может прослеживаться, когда мы, то есть понимаем, что хорошо, что плохо, да, как тактично, не тактично, красиво, не красиво. И вот здесь Венера в соединении с Ураном, когда нам хочется уже послать обязательства, да, когда мы хотим стать свободными, когда мы хотим снять с себя груз ответственности, когда мы устали от мнений различных, да, то есть это такое напряжение. И я скажу, что максимальный точный аспект соединения будет 4 июля, поэтому здесь плюс-минус недельку с разных сторон этого аспекта накидываем, то есть когда будет действие аспекта. Но точный выплеск энергии, когда мы можем взорваться как вулкан, это как раз громовые раскаты, да, наших скандалов, это 4 июля. Будьте аккуратны в этот день, не говорите лишнего своим вторым половинкам, да, потому что у нас после этого у нас Венера-то распадется в аспекте с Ураном, это быстрый аспект дней на 10, но у нас после этого Венера начинает сходиться в квадратуру с Марсом, а это история, которая с нами продлится почти целый месяц, то есть на весь июль и первая неделя августа здесь еще будет нас всех штормить, это Венера в квадратуре с Марсом, то есть это внутри наша борьба мужского и женского, то есть в каждой паре есть вопросики, да, как мы проживаем кризисы. И я скажу, вот забегая вперед, что очень сильно эмоционально это будут переживать как раз-таки стрельцы второй декады, да, ребят. Поэтому здесь вот начало у нас летнего периода, вот июль у нас вопросики к стрельцам второй декады, это свое мировоззрение, свое мироощущение, вопросики к себе, что я сделал, что я не сделал, да. Обычно, когда у нас такая история проходит, еще послевкусие этого останется осенью и зимой к стрельцам второй декады, да, но триггером здесь как раз-таки будут наши любовные отношения, как мы в них находим компромисс, как мы в них находим выходы из ситуаций. Отношения любовные – это всегда такая история, которая обязательно, однозначно, когда говорят, мне отношения не важны, мне вот только про финансы, про работу, вот это мне в жизни важно, а отношения, ну так, мне сейчас до этого дела нет. Ну так, ребят, наши отношения, у нас даже вот, кто смотрит сейчас это видео по асценденту, у нас асцендент, а против него очень важная, такая же важная по точности точка гороскопа, это дисцендент. То есть такая же очень жирная и важная. То, как мы строим отношения с другими людьми, с кем у нас есть договора. То есть это брачные отношения, это отношения на работе, то есть там, где мы подкреплены какой-нибудь бумажкой, закреплены за этим местом, да. То есть это получается фактически все отношения, где у нас есть договора. То есть понимаете, насколько мы умеем строить отношения.
То есть, и если мы в любовных отношениях не можем выстроить как раз-таки вот эту цепочку взаимодействий, тогда у нас и во всех других договорных отношениях получается, что мы и там не достигаем того самого результата, который мы хотим. И поэтому получается, что наша жизнь, она не раскрыта настолько, насколько мы хотим. Вот мы пытаемся там раскрыть наш асцендент, там другие астрологи говорят, смотрите гороскоп по асценденту, он будет проигрываться 100%. Для чего? Да потому что попадание 100%, если проходит по асценденту, задевает, то идет разрушение всей жизни максимально, да. Но для того, чтобы выжить в этой жизни, смотреть по асценденту мало. Надо по Солнцу развиваться, потому что все силы мы максимально питаем наше Солнце. Наше Солнце – это наше сердце. То есть вы прекрасно понимаете, да? Наше сердце – это наши жизненные силы, наш стимул к борьбе, к развитию, к выживанию. То есть это наши эволюционные силы. Достигать, вообще в принципе выживать, да? То есть то, что у нас есть в подкорке. То есть кровь по венам у нас текет. Это как раз-таки история вот нашего я, нашего Солнца. То есть оно гораздо сильнее всех событийных моментов. А асцендент и десцендент – это событийный момент. Понимаете, о чем я говорю? То есть здесь нужно настолько очень сильно, мощно разбираться в себе, чтобы понимать, чтобы у тебя все сходилось. И да, ребят, любовные отношения, насколько они сходятся, насколько они важны в жизни, конечно, это муторно, конечно, это сейчас не модно. Сейчас модно иметь психолога, вот с ними разговаривать. Нужно сесть со второй половинкой, сесть и поговорить. Если в отношениях не клеится, нужно искать, конечно же, раскапывать историю дальше, историю со своими родителями. Если вы женщина и в отношениях не клеится, значит, плохие отношения с мамой. Почти всегда это так, да. Если вы мужчина, и у вас в отношениях не клеится, здесь нужно смотреть и маму, и папу, кто у вас на пьедестале, да, потому что у мужчин здесь могут быть истории разные, да, поэтому, ребята, вот такая история, здесь нет точного результата почитать где-нибудь, и вот оно вот так вот все сразу ответить нет, конечно, поэтому я и говорю, пишите свои точные данные для того, чтобы я именно ваши карты натальные, транзитные посмотрела, загрузила в программке, чтобы было понятно, что именно сейчас, где именно искать ответы на ваши вопросы и проблемы, в чем они кроются. Но в общем гороскопе я говорю, что в любовных отношениях, то есть именно там, где мы, иногда женщины в отношениях берут мужскую роль, добиваются всего сами и добивают мужчин, либо когда мужчины в отношениях наоборот берут женскую роль, расслабляются в отношениях, и такая история отсутствия такой мощной активной борьбы. А стрельцовская энергия это когда у нас есть план, движение, когда у нас есть стимул развития. Если вы стрелец первой декады, то там вообще бесконечные движения, развитие, потому что там еще множество планет еще в Скорпионе, да, то есть там такое воинственное настроение. И если у вас по жизни у стрельцов первой декады отсутствуют финансы, то это вопрос, о котором нужно задуматься. Отсутствует карьерный рост, движения вперед, да, то есть если вы так просто текете по жизни, то здесь вопросики, потому что у стрельцов первой декады вообще все должно быть мощно. У стрельцов второй декады здесь, конечно же, такое мировоззрение большое, уже здесь такой масштаб, здесь прям такие стрельцовские, юпитерианские вопросы, здесь полная чаша, и жизнь, и работа, да, то есть личная жизнь. Стрельцы третьей декады, здесь уже, конечно же, козерожий масштаб, статус, стабильность, рост, движение в карьере. И если этого нет, то нужно вопрос, то, скорее всего, вашу карьеру вы отыгрываете в личной жизни, и в личной жизни у вас очень много вот этих пробивных качеств, и, скорее всего, ваша вторая половинка страдает от того, что вы развиваетесь в отношениях, вот здесь так много, а нужно разделить любовная сфера и карьера, и тогда пойдет хорошо течь, понимаете? Вот так это работает. И да, у нас начинается как раз-таки июль на этих историях, на этих эмоциях, да. Что еще у нас в июле? У нас в июле на самом-то деле первая, вторая неделя очень мощные по заряду. У нас 5 июля уходит в ретроградное движение Нептун, и он в ретроградном движении по Овну идет, скажите мне,
и будет в ретроградном движении до 10 декабря. И в этот момент он 22 октября поменяет знак. То есть Овна он вернется в Рыбы. То есть он вернется в Рыбы и будет делать вот эту напряженную квадратуру Стрельцам третьей декады. Понимаете, ребята? То есть опять эмоции, которые были в вас последний год-полтора, они вернутся. То есть опять такой небольшой откат в прошлое, напряженные эмоции от Нептуна, то есть все те недоделанные истории, которые были с вами весной, зимой 25-го, осенью 24-го. То есть эти истории Стрельцы третьей декады к вам опять вернутся. И здесь нужно уже вот так благородно их решать, постараться эти эмоции снивелировать. То есть уже так не эмоционировать, не уходить в иллюзии, не уходить в какие-то облака, да, создавать себе трезвую почву для развития вперед, потому что здесь все-таки Сатурн тоже в ретроградном движении будет, но за счет того, что Сатурн будет в соединении с Нептуном, эмоции уже будут такие, знаете, более сухие, уже будет четкий взгляд, можно сказать, четкий расчет, но тем не менее постарайтесь не сколько четко рассчитывать, да, сколько трезво смотреть на свою жизнь, да, и разбираться в этих вопросах. Если же, конечно, вы в отношениях в этот момент уйдете в официальное расторжение развода, конечно, вы закончите этот период, да, в своей жизни, но после этого все-таки придется нарабатывать вот эту историю, потому что, ребята, скажу вам так, что с 21 декабря Лилит из Скорпиона перейдет в знак зодиака Стрельца и на 9-10 месяцев зависнет в знаке Стрельца. И подойдет эта история как раз-таки к Стрельцам. Но сначала она будет первые несколько месяцев у Стрельцов первой декады, потом у Стрельцов второй декады. И вот лето-осень 26 года Лилит как раз-таки перейдет в соединение к Солнцу Стрельцам третьей декады. И вот здесь история, конечно же, знаете, она такая будет очень эмоциональная, потому что Лилит всегда в соединении это напряженный аспект, если мы говорим именно про Лилит. Вот если был бы соединение с Юпитером, это благоприятный аспект, всегда нужно учитывать фон планеты. А Лилит в соединении всегда максимально вытаскивает все наши страхи, то есть наши эмоции связаны, всегда же послевкусие идет наших действий, да. И здесь момент, конечно же, когда мы в прямом смысле начинаем сожалеть, когда мы начинаем переживать, и наши скелеты в шкафах вылазят, да. То есть постарайтесь сейчас разобраться в этот период. У нас, кстати, между прочим, будет период ретроградного Меркурия, который будет очень важен для Стрельцов и второй и третьей декады, в том числе, да что уж говорить, и для Стрельцов первой декады окончание ретроградного Меркурия будет тоже важно. Поэтому здесь постарайтесь вот в этот период этого лета как раз-таки разобраться в своих эмоциях, в своих страхах и переживаниях. Почему так говорю? Для того, чтобы не совершить тех ошибок, о которых впоследствии возможно, придется пожалеть, да. Я не за всех сейчас говорю, потому что все-таки стрельцовская история такая полная чаша, благоприятная чаша, когда и семья, и карьера. И скажу вам так, что кризисы и финансовые трудности, они есть у всех. Кстати, финансовые трудности, финансовые вопросы не являются причиной для расторжения брака, развода, разрушения семьи. Это сейчас, конечно же, так говорят, это так модно, но это решаемо. Здесь главное понимать, сколько общности у вас есть вместе, да, в ваших отношениях, и какой вы хотите достичь результата в ваших семейных отношениях, потому что когда Юпитер идет по раку, это всегда про семейные ценности, да, то есть и просто у нас следующее лето Юпитер пойдет по Льву на ближайший год, это будет потрясающий такой скачок роста, развития для стрельцов, да, и сейчас вот если вас штормит, да, поштормит еще немного, ребят, но это закончится, да, и
Просто в следующее лето уже начнется активный рост такой и развитие, и вы вместо того, чтобы начинать себя со следующего лета строить заново, да, вы не будете сейчас делать вот эту просадку. Я вот почему. Зачем опускаться на пунктик ниже, когда можно вот здесь вот стрясочку передержать, а стрясочка-то будет у всех, потому что у нас Нептун уходит в ретроградное движение 5 июля, 7 июля у нас Уран меняет знак, и из стабильных Тельцов он переходит в Близнецы, а значит будет делать оппозицию к Стрельцам. Да, ребят, стряска будет у всех Стрельцов, да, то есть повлияет Уран на всех Стрельцов однозначно 100%, оппозиция к Солнцу, да, в транзитных картах, это 100% мощно, да, вообще поменяется жизнь многих людей, да, то есть та самая новая жизнь, про которую меня все спрашивали, там, несколько лет, Женя, ну когда поменяется все, когда уже вот закончится вот это все, ребят, скажу, что вот то, что было, оно будет лишь трансформироваться, новая жизнь, она, да, начнется с 7 июля, Уран поменяет знак, и заметили, как с 2017-2018 года наша жизнь стала потихонечку меняться, наш комфорт, наши вопросы к нашему комфорту, то, к чему мы привыкли, наша стабильность стала претерпевать изменения. Да, это Уран шел по знаку Тельцу. Сейчас Уран будет идти по Близнецам. Уран это вообще трансформация, изменения, реформации, новшества, обнуления. И сейчас все это претерпит знак Близнецы. Близнецы про что это? Это про образование, это про коммуникацию, все наши мессенджеры, соцсети, транспорт, логистика, связь, образование, все это будет меняться в нашей жизни, даже будет меняться близкий круг общения, наши связи и контакты. Как это повлияет на Стрельцов? Да, это повлияет, ребята, на всех. Да? Мы до 7 ноября у нас будет Уран в Близнецах. Да, он у нас 6 сентября из Близнецов пойдет в ретроградное движение. До 7 ноября он будет в Близнецах. И лишь 7 ноября он вернется обратно в Тельца. И вот эти 4 месяца мы попробуем на вкус, понравилась нам эта новая жизнь или вообще нет. Будет штормить, но однозначно. Максимально сейчас будет штормить именно вот этот период, отрезок времени. Это Стрельцов первой декады. Но, ребята, скажу, что у вас здесь и поддержка и Сатурна, и Нептуна, и Плутона. То есть движение как раз-таки вперед. То есть не скажу, что очень сильно будет идти разрушение, но если Стрельцы первой декады, разрушение, обнуление, то есть про что Уран? Это про то, что как раньше мы делали что-то, не получится, да, то есть нужно приучаться жить по-новому, да. Конечно же, многие начнут сразу вот переносить все свои трудности на личную жизнь, винить своих вторых половинок, потому что на небе аспекты к этому позволяют, и весь июль будут к этому, да, аспекты, но нужно просто начинать применять новые действия в работе. То есть Уран отвечает и за 10-й дом, и за 11-й, за нашу карьеру и за наше будущее. Внедряйте новое в свою жизнь, и будет счастье, потому что у Стрельцов первой декады здесь очень много благоприятных аспектов на это. У Стрельцов второй декады пока сейчас, конечно же, встряску вы будете ощущать 100%, потому что рядом с вами находятся люди, на которых это влияют, и вы будете чувствовать это обнуление у других людей. И здесь главное, чтобы у вас не появилась паника, Стрельцы второй декады, потому что ваш основной конек на это лето – это коммуникация. Это как раз-таки ваш пересмотр своего «я», ваши взгляды на мнение других людей, потому что абсолютно такая стрельцовская история, особенно у стрельцов второй декады, какие тенденции, значит, и я под них быстро подстраиваюсь, значит, я делаю так же, мне нужно успеть. Здесь нужно не поддаться вот этой панике, потому что новостные ленты и повестки будут пестрить. Я всегда говорю, когда Уран делает такие резкие движения, да, но это не резкие, мы были готовы к этому, просто последний период, отрезок времени, он правда очень быстро прошел, да.
Здесь главное сохранить свою стабильность, трезвость своих взглядов, понимать, что вы не на хайпе двигаетесь, понимать ценность своих взглядов, своей жизни, свою устойчивость, иметь опору. А опору всегда разрушают наши страхи. Не поддаться панике. Основная история стрельцов второй декады сейчас на этот июль. Паники в отношениях, ну и коммуникация, потому что на середину июля у нас как раз-таки Меркурий уже будет во второй декаде Львов, а здесь коммуникация. Коммуникация, дорогие стрельцы, второй декады. И да, Меркурий будет в квадратуре с Лилит, а это когда мы в порыве страха, наших страстей, эмоциях можем наговорить столько. Поэтому на ближайший июль, дорогие стрельцы второй декады, будьте аккуратны в тратах, в коммуникациях, в общении с близким кругом. Я не про то, чтобы быть подозрительными, но быть аккуратными. Будьте аккуратны, с кем вы строите отношения, потому что новые контакты в этот момент, они не будут давать такой стабильности, они будут, скорее всего, проигрывать ваши какие-то страхи, закрывать гештальты, волнения. То есть вам хотелось, например, с кем-то известным, популярным пообщаться. Ну, сделайте вы это. Здесь главное не наломать дров, потому что у нас еще и ретроградный Меркурий в этом июле, с 18 июля по 11 августа, понимаете, да? Жизнь еще начнет здесь ускоряться настолько. Поэтому здесь понимаете, что в этот период будьте очень аккуратны в своих речах, действиях и коммуникациях. То есть здесь очень важная история. Стрельцы третьей декады. Ребята, я скажу, что у вас здесь немножечко будет наоборот такое расслабление на июль, только лишь, ну, то есть третья-четвертая неделя июля. В начале июля, конечно же, движение планет будет для вас даваться тоже сложноватым, потому что накопленная усталость от аспектов Сатурна и Нептуна, она тоже, естественно, есть. И такая паника, волнение, они тоже будут. И да, после ингрессии Урана, как это называется астрологическим языком, не могу это употребить, да, у нас следом идет, конечно же, полнолуние. Полнолуние, ребят, у нас 11 июля. Полнолуние у нас будет, конечно же, в Козероге. Это такое, ну, достаточно активное полнолуние, но следом за этим лишь это полнолуние будет запускать в нас такие процессы стабильности, к статичности, к достижению результата, что ли. У нас после этого полнолуния 13 июля уходит в ретроградное движение Сатурн. И вот здесь как раз-таки та планомерность действий, которая нужна будет для достижения результата, да, для того, чтобы стабилизировать вот эту тряску, которая будет связана с Ураном. Здесь, конечно же, Сатурн будет до 1 сентября идти в ретроградном движении по Овну, потом будет идти по Рыбам. По Рыбам будет идти в ретроградном движении до 27 ноября и потом развернется. И до 13-14 февраля Сатурн будет в Рыбах. И уже 13-14 февраля, все зависит от того, в каком полушарии вы живете, да, Сатурн поменяет свой знак и уже уйдет в Овен. Поэтому стрельцы третьей декады, понимаете, что с 1 сентября по 13-14 февраля будет как раз-таки эта квадратура Сатурна на стрельцов третьей декады очень влиять. Поэтому если вам нужны силы для стабильного движения вперед, для стабильного результата, если вы еще в карьере, вам прям нужен такой прорыв и вам движение, мощные движения Сатурна нужны, то есть такая сила противостояния, да, то здесь как раз-таки вот это окно возврата назад, можно это так сказать, к этим же эмоциям, да, продвижение вперед.
Если вы хотите приобрести недвижимость и вы думаете, что вы уже не успели в этот момент, отрезок времени, то здесь стрельцы третьей декады, да, легко не будет даже на сложных аспектах, но впишитесь в недвижку, достижение социального статуса, даже если вам говорили, что не получится, я говорю, прикладывайте свой максимум и получится, то есть поднимайтесь над своими слабостями, да. Здесь, конечно, вот такая история, очень потрясающее взаимодействие у вас будет. Это стрельцы третьей декады. Налегайте на спорт, если он вам нужен, в том числе, если вы решили заняться своим здоровьем, то тоже хороший период для этого. Да, это осенние аспекты, но я не просто так рассказываю это, и мы двигаемся вперед, потому что гороскопы на месяц это очень короткий такой промежуток, да, когда ты знаешь, какой большой такой цикл у планеты, а Сатурн это все-таки медленная планета, то ты понимаешь, планируешь свое время на месяцы вперед. Это такой достаточно очень хороший стимул для бизнесменов и тех, кто двигается на напряженных аспектах. А бизнесмены как раз-таки получают сверхприбыль и сверхвыручку на напряженных аспектах. Поэтому, ребята, не бойтесь напряженных аспектов. Они дают больший результат, чем гармоничные аспекты. Это всегда так было и есть, и компетентные астрологи это всегда будут говорить. Да, здесь требует своих эмоциональных, сильных затрат больше. Но если ты знаешь, что ты получишь сверхприбыль и потом можешь чуток подрасслабиться, то почему бы и да. Ребята, идем дальше. Вот так у нас начинается июль, и это не все движения на небе. Помним, движение мужского и женского, да, то есть мы разбираемся в себе. Это относится по большей части к стрельцам второй декады, чтобы не просесть в своих волнениях в работе, да, в своем я. Здесь, чтобы четко разобраться, потому что Венера-то по второй декаде Близнецов двигается, и Марс двигается по второй декаде Дев. И это квадратура и оппозиция к стрельцам второй декады. То есть на вас, стрельцы второй декады, это очень сильно влияет. Да? На стрельцы первой декады, на движении всех движениях этих планет вы можете сделать свой прорыв. Даже несмотря на то, что Уран в оппозиции заставляет прорываться вперед и что-то новое внедрять. То есть здесь, если резко начинает стрельцы первой декады обнуляться ваша работа, то здесь прекрасно понимаете, что значит нужно что-то новое. Нужно либо новую тактику, либо новые действия. Но Плутон в потрясающем секстиле говорит, что у вас все получится, и деньги, и бизнес, вы все это получите, и все у вас будет. И Сатурн, и Нептун в трине то же самое говорят, поэтому стрельцы первой декады, здесь у вас не должно быть вообще никаких остановок и волнений. Все, пришел Уран, мне страшно, я ручки сложил, и я ничего не делаю. Да нет же, Уран пришел для того, чтобы подтолкнуть, показать, с какой скоростью вы в новую жизнь идете вперед. Ну и стрельцы третьей декады, я вам все только что рассказала про июль, про то, какие еще есть компетенции, про то, что вы ощущаете вот этот вихрь событий, и август поистине для вас будет таким большим скачком, я бы это так сказала, да, то есть сейчас июль у вас просто вы смотрите, наблюдаете, подстраиваете свою работу, свою коммуникацию, это неплохо. Это вообще неплохо, это отлично и это хорошо. Идем дальше. Так, 18 июля у нас уходит в ретроградное движение Меркурий. Меркурий будет во Льве, в квадратуре с Лилит. И это говорит нам о том, что нужно быть аккуратнее в своих действиях и речах. То есть мы можем в прямом смысле наговорить то, что мы даже думаем, но понимаем, что говорить это не нужно, что это не та информация, которая пойдет на пользу. Но в порыве страсти мы можем все, что угодно сделать. Поэтому здесь будьте аккуратны в своих речах. Очень сильно эта история, конечно же, повлияет на стрельцов второй декады. Поэтому, ребят, будьте аккуратны, потому что вот этим самым можно испортить себе репутацию. Не надо так, потому что у нас после периода ретроградного Меркурия у нас там будет аспект Юпитера и напряженный с Марсом. Это будет сентябрь перед коридором затмений, когда нам захочется прям таки все свои невыплеснутые эмоции куда-то деть.
будьте аккуратны, не надо так, да. В целом период ретроградного Меркурия просит нас в этот раз договариваться, смотреть на свои эмоции, на свои желания, на свои действия, связанные с семьей, с детьми, с родителями, да. То есть основа вопросов будет лежать как раз-таки здесь, да. На основе этого мы строим отношения со своими вторыми половинками, да. То есть на основе этого у нас вообще, в принципе, все наши отношения в жизни, это такая, я бы сказала, лакмусовая бумажечка наших отношений по жизни. Поэтому здесь будьте аккуратны с тем, что вы говорите, разбирайтесь в своих вопросиках личных к себе, не переносите их на других людей. То есть вполне обычная ситуация претензий может сложиться к своим вторым половинкам, потому что на период ретроградного Меркурия, его начала, здесь у нас как раз-таки будет почти в точной квадратуре Венера с Марсом, Марс при этом в соединении с южным кармическим узлом, и эта история начинает очень сильно влиять как раз-таки на стрельцов второй декады. Поэтому здесь, ребята, это кармические вопросики своего проявления, которые вам нужно решить, и задачки будут сложноватые, скажу вам так. То есть постарайтесь максимально разобраться в себе, разговаривайте со своей второй половинкой, но не в состоянии претензий, да, в состоянии укора, потому что Лилит в квадратуре к Меркурию, который во Льве, это вопрос гордыни. Знак Льва это такое яркое солнце, да, считается, самое яркое солнце в гороскопе это солнце Льва, да, и это всегда про нашу гордыню. То есть когда какая-то планета заходит в знак Льва, это всегда насколько мы вот такие классные себя ощущаем. Но эта эмоция может завести нас чрезмерно не туда. Поэтому здесь имейте тормоз своих речей, своего влияния на других людей, потому что после периода ретроградного Меркурия либо наступит такой приятный, гармоничный, классный момент, да, в августе, либо момент напряжения. Ничего фатального в этот ретроградный Меркурий я не могу сказать, здесь нет движения Меркурия в каких-то таких сложных моментах, только лишь под его финальное движение, но это будет начало августа, да, только там уже на период распада ретроградного Меркурия уже будет он в оппозиции с Плутоном. То есть здесь мы можем прям жестко начать биться за свои планы, за свои идеи. Будьте аккуратны, со вторыми половинками уж точно. А на работе можно себя продвигать. На работе вот можно зубы показывать. Это вообще нормальная история реализации, становления, показать свой характер. Это хорошо, но будьте аккуратны, не выходите за рамки, не испортить себе репутацию, это такая важная основная составляющая. То есть иметь характер это хорошо, но в период ретроградного Меркурия можно себе навредить. Не надо так делать, да? Будем аккуратны к себе. И мы идем дальше. У нас, скажу, что с конца июля, с предпоследней его недели, на небе складывается такая очень классная астрологическая конфигурация, которая с нами сохранится. Вот, ребята, до ваших дней рождения, понимаете? И эта история как раз-таки, когда высшие планеты у нас находятся в благоприятном аспекте, да, то есть это благоприятная конфигурация, бисекстиль, это Плутон в трине с Ураном, и все это на секстилях к Нептуну в соединении с Сатурном. То есть это конфигурация больших денег, это конфигурация большого продвижения в бизнесе, в работе, в карьере. Это именно тяжелые, сложные планеты, но они в очень благоприятных аспектах. Влиять эта история будет очень мощно на стрельцов первой декады, поэтому я вам, ребята, говорю, вообще никак здесь сыпаться нельзя. То есть эта история начнет еще очень сильно работать на стрельцов второй декады. Это как больше триггер к развитию. То есть то, что меня выводит из дисбаланса, почему, да, то есть я вам говорила, нужно разбираться в своих страхах, да, и здесь эта история будет складываться, дорогие стрельцы, второй декады для вас может быть не совсем приятно, да, потому что заставит
задеть те наши черты, которые мы не очень любим трогать. Но это лишь для того, чтобы в этом разобраться, познать, понять и увидеть свои страхи в лицо, понять, что теперь вы их контролируете, что теперь вам все с собой понятно, в каких моментах вы пасуете, в каких моментах стоите на месте, в каких, наоборот, стучите не в ту дверь, да. То есть здесь, чтобы все стало понятно самими собой, и идем вперед, это точно так же потрясающий аспект на заработок денег, на больших, потому что управитель Нептун, ваш второй, прекрасно здесь сочетается. Для стрельцов третьей декады здесь момент будет очень сильный, очень резко кардинальный, особенно когда Сатурн 1 сентября поменяет знак, и здесь будет очень мощное усиление и давление движения, очень такое статичное, давящее. Поэтому если у вас будут какие-то смещения на работе, вытеснения вас, это лишь для того, чтобы вы начали зарабатывать еще очень мощно и еще очень сильно. Здесь никак не про отношения, здесь про показать свое я, и показывать это я нужно не в отношениях, а как раз таки в работе, в социальном статусе, его достижении и в реализации, да. И вот, ребята, мы идем, у нас на небе следующий новый лунный цикл, он начинается у нас 25 июля, новолуние у нас во Льве, естественно, да, под такую конфигурацию, что может сложиться? У нас 25 июля новый лунный цикл, Солнце, Луна в соединении во Льве в оппозиции с Плутоном. Конечно же, и этот бисекстиль как раз-таки на это стоит, на этом мощном аспекте. Здесь, конечно же, наши вопросы движения, продвижения вперед у всех стрельцов на ближайшие 2 недели до 9 августа. Это очень важный момент продвижения, несмотря на то, что это убывающий, начинающий лунный цикл сейчас очень мощный, но после него будет идти убывающий, на котором, вот если сейчас эту мощную историю трансформации запустить, то убывающий лунный цикл, да, который будет с 9 августа полнолуния до 23 августа новолуния, да, то есть тот убывающий лунный цикл будет еще круче, несмотря на то, что, как принято говорить, да, мы достигаем всего на растущей луне, на убывающей луне, мы как-то вот отдыхаем. Конечно, там можно будет отдохнуть, но люди-бизнесмены, у которых будет идти волна как раз-таки вот этих финансов, которые запустятся сейчас в это новолуние, да, 25 июля, будет немножко жалко отпускать эти вожжи и ту волну, которая пойдет в развитии, да. Конечно же, там можно будет сказать, я хочу подрасслабиться, я хочу отдохнуть, но когда игра стоит таких свеч, многие принимают решение продолжить это движение, потому что все-таки будут у нас еще и события для отдыха. Но если решили отдыхать, ребята, здесь у каждого на самом деле свое право, потому что есть те, кто очень сильно устал, например, стрельцы третьей декады. Я прекрасно, ребята, поверю, что устали от квадратуры и Сатурна, и Нептуна. Это эмоционально вытягивает, когда долго статично стоят эти планеты, да, эмоции Нептуна, они очень сильно вот так размывают, и мы же думаем, что мы правы, а потом, когда иллюзии сходят, мы понимаем, что мы ошибались, потратили время, еще очень сильно эмоционально вложились, да, поэтому здесь понятное дело. Итак, с 25 июля, 24, 25, все зависит от полушария, в котором вы живете, да, потому что это в ночь. У нас новый лунный цикл, Солнце с Луной в оппозиции с Плутоном, это всегда пробивные наши силы, наши качества. Либо мы их начинаем включать в свою жизнь и идем вперед, либо мы довольствуемся тем, что есть. Стрельцам первой декады вообще не нужно останавливаться на ближайшие 2 недели точно. Здесь нужно идти только вперед для того, чтобы минимально чувствовать разрушение Урана, потому что Уран в оппозиции это такой очень сильный аспект. Кажется, что жизнь обнуляется, что что-то в ней рушится, да?
Если же вы женщина и у вас оппозиция Урана к Солнцу, то, скорее всего, вы могли потерять контакт с мужчиной в отношениях, да. Это когда, как правило, мужчина говорит: я устал, я ухожу, поэтому, собственно, у меня и был такой монолог про любовь, про отношения, про наше мужское и женское. И где-то стоит, девочки, в отношениях немножечко убрать вот эту историю воспитательного характера, да. То есть здесь может мужчина не выдержать, здесь нужно аккуратно, с пониманием. То есть это однозначно, если вы женщина, то с мужчиной здесь волнение, изменения. Если у вас, как у женщины, отношений нет, то это в работе обнуления резкие, да. Возможно, это новые знакомства, тоже неплохо. Но новым знакомствам нужно подойти очень ответственно, потому что они могут оказаться легкомысленными. Уран не дает стабильность, помните? Это весело, задорно, но не ответственно в итоге. Если же вы мужчина, стрелец первой декады, то здесь встряски в работе, волна действий, отношения с мужчинами, в том числе в работе, в карьере, нестабильность в договорах, в связях, с учетом того, что еще и ретроградный Меркурий идет. Здесь будьте аккуратны, понимайте, если что-то рушится, сможете ли вы удержать эту стабильность, если нет, ну, ребят, так бывает. Так бывает, никто не виноват, но все-таки другие планеты высшие говорят, что можно все это удержать. Здесь главное держаться, иметь стабильность. Потрясающее лекарство от нестабильности Урана – это стабильный Сатурн. Всегда так было, есть и будет. Придерживайтесь своим принципам. И да, идем дальше, стрельцы второй декады. Здесь, конечно же, вопросики ваших действий, движение вперед, насколько мощно вы идете вперед, к какому ключу подошли ваши отношения в настоящий момент времени. То есть, если что-то сыпется, ребят, договариваемся. Если в этот момент вы решили выйти из отношений, найти нечто новое, ну, новые отношения, они будут в период ретроградного Меркурия сейчас, они будут веселые, интересные, но потом, когда ретро-мерк уйдет, он будет на финальных своих аккордах в оппозиции с Плутоном, и эта история будет однозначно такая очень мощная, расставания будут по такому сложному сценарию, когда будет такая немножечко трансформация, но эта история, скажу так, ее нужно прочувствовать, да. То есть, если у вас этого в жизни не было, и вам хочется получить этот опыт, получите, посмотрите, как это будет, да, влиять на вас. В целом, в период ретроградного Меркурия нам всегда приходится прикладывать больше сил, чтобы свои внутренние чувства вытащить наружу, да. Абсолютно нормальная история, приходится больше усилий прикладывать в коммуникацию, поэтому-то и суть ретроградного Меркурия, что всегда сбита коммуникация. Мы, может быть, говорим одно, но понимают нас не так. Приходится несколько раз повторять. Ни хорошо, ни плохо, просто нужно быть активными в своих связях. И стрельцы третьей декады, это новолуние запускает в вас активные действия, которые, ребят, скажу, что если и вот был у вас такой отдых, да, то сейчас будет такой момент, не скажу, что таких больших вихрей, да, но действий. Действий здесь и Марс в Деву перешел в третью декаду, да, здесь активные действия по достижению своих финансов, чтобы не пропустить свои выгоды, свою прибыль, свою выручку. Абсолютно нормальная история для стрельцов третьей декады. И, ребята, идем дальше, потому что сейчас у нас под начало августа на небе складываются такие очень важные аспекты. Собственно, здесь станет сейчас стрельцам третьей декады все понятно, потому что Марс становится в оппозицию к Сатурну и Нептуну, и все это добро делает квадратуру к стрельцам третьей декады. Да, это вопросы движения вперед. Марс вообще, в принципе, в оппозициях к Сатурну это аспект конфликтный. Марс в оппозиции к Нептуну это аспект, когда мы ленимся. Но здесь благодаря Сатурну мы держимся. Здесь эмоции, конечно, будут нас
заставлять провисать, эмоций будет много, потому что Нептун-то он в Овне, это такие яркие эмоции, но стрельцам понятны. Сатурн в Овне это такой манифест действий, то есть если вы действуете, идете вперед, это отлично. А Марс в Деве, когда мы рассчитываем все свои действия, я не скажу, что это плохо, стрельцы третьей декады, рассчитайте все свои действия, потому что буквально через месяц Сатурн-то вернется в Рыбы, и уже будет такие более другие действия, да, такие связанные, они такие дерзкие, да, но они будут более точные, потому что аспект будет более точный. И скажу, что сейчас, стрельцы третьей декады, начинается вот это движение, да, мощное вперед, связанное со статусом, связанное с упущенными финансами, недополученными эмоциями. Здесь самое сложное, что здесь Венера находится на квадратурах вот к этой оппозиции Сатурна, Нептуна и Марса. Держим под контролем эмоции, любовные отношения, не ругаемся, не портим себе жизнь, не портим жизнь вторым половинкам, понимаем, что это наша профессиональная битва ради финансов, не сидим в детской позиции, что нам вторая половинка чего-то там должна заработать, помочь, чтобы вот как-то обстоятельства сложились. Не ждем вот эту а-ля удачу, которая к нам заглянет, потому что удача к стрельцам третьей декады заглянет лишь в 2026-2027 году. А пока ребята на своих действиях, мощных, активных, ярких, я бы это так сказала, зато планомерных, зато к тем, которые реально вы можете контролировать. И да, ребят, что скажу, как повлияет эта оппозиция на стрельцов первой декады. Ну, ребят, только продуктивно, только двигаемся вперед, потому что эта оппозиция с нами почти на весь август. И да, складывается она в последних днях июля, 29-30, и мы в прямом смысле идем все вперед. У стрельцов второй декады сейчас история совершенно другая. Здесь история связана с коммуникацией, с договорами, с личными отношениями в том числе. И здесь нет таких больших, мощных активностей за свои финансы. Если, конечно, ребята, у вас нет ваших личных аспектов, которые я здесь не вижу, я про это уже говорила. И идем дальше. У нас начало августа. Помните, я говорила, что как мы начнем, да, как мы начнем новый лунный цикл, да, в конце июля, 24-25 июля, так мы и встретим полнолуние, да. Полнолуние у нас, естественно, в чем? В Водолее. Перед полнолунием у нас Луна в соединении с Плутоном. И здесь мы реально, это 8 июля, день перед полнолунием, да, когда мы реально понимаем, насколько мы постарались, насколько мощно мы сделали свой результат, насколько мы к этому пришли. Я не скажу, что это какие-то плохие дни. Наоборот, я хочу сказать, что здесь, если вы честно шли к своим вот этим действиям, реализациям, то сейчас у вас наступает такой период 2 недель мощных активных действий. У кого отдыха, у кого вложений, у кого расчета прибыли и ее получения, да, потому что у нас Венера становится в соединении с Юпитером, хоть в Раке, но это очень активный такой момент времени, потому что сказать, что на небе какие-то напряженные аспекты, нет. Ну, напряженная вот эта оппозиция Марса с Сатурном и Нептуном влияет очень четко на стрельцов третьей декады, когда я хочу вложиться в недвижимость, я хочу в карьере продвинуться, я хочу очень много сделать, и мне нужно ради этого договариваться, включить дипломатию, потому что Марс уже перешел в весы, а это всегда дипломатия, это всегда, когда мы начинаем взаимодействовать, партнерствовать, и все у нас начинает складываться. На самом-то деле скажу, что у нас вот в августе, да, очень давно не было такого классного августа, вот эти 2 недели там с 8 по 23, 23 уже начинается новый лунный цикл, новолуние в Деве, то есть у нас вот этот момент с 8 августа, когда мы начинаем подводить свои такие летние итоги, когда у нас максимально такой мощный период, 9 августа, к слову, у нас полнолуние, да, но очень важный день до этого, да, то есть 8 августа, не знаю, там может нумеролог
нумерологи скажут какой-то 8/08, специфический день на самом-то деле, да, сложить все цифры, но не буду я про это. 9 августа у нас полнолуние, 11 августа у нас заканчивается ретроградный Меркурий в оппозиции с Плутоном, да, то есть такая очень мощная история. Но при этом здесь у нас складывается точное соединение Венеры с Юпитером. При этом, помните, я говорила, здесь нужно очень важно в своих страхах разобраться, особенно стрельцы второй декады, потому что если к этому моменту вы некачественно разобрались со своими страхами, то здесь может быть такая просадка в желаниях и своих действиях. То есть вы можете на настоящий момент времени оказаться не в своей тарелке, не в своей жизни. То есть если вы максимально часто разбирались со своими вот этими фобиями и принимали решения согласно своей жизни, как вам хочется, а не как у кого-то, да, то это такая очень классная история у вас получится. Тогда у вас получится закрепить результат, у вас получится получить все, что вам хочется, прийти к своей работе, карьере, то есть открыть в себе новые таланты, новые навыки, раскрыть свои любовные отношения в этот период очень хорошо, очень комфортно, переехать в то место, в которое вы хотели. То есть и вот здесь вот в августе, да, вот эти 2 недели, они будут такими потрясающими. Здесь получится реализовать все то, что вы хотели, да. Это стрельцы второй декады. Стрельцы первой декады, ну, ребят, здесь очень, тогда получится очень мощный такой яркий момент движения вперед, получения всех своих возможностей, к чему вы шли. И да, если вы применяли какие-то новые фишки в своей деятельности, в работе, получится очень даже хорошо. Если к этому моменту вы страдали, переживали и думали, как оно все плохо, почему вот у меня вот так вот все старое разваливается, тогда, конечно, 23 августа, начало нового лунного цикла и последнюю неделю августа, стрельцы первой декады, получится провести в таком состоянии: что-то я устал, я хочу уйти, мне все надоело, потому что там новолуние у нас будет Солнце в квадратуре с Ураном. Это когда очень переполняют нас эмоции, да, Урана, нам хочется выйти вообще за рамки, за грани, и нам вообще на все законы все равно, на все обязательства и ответственность нас не волнует, да. То есть здесь вот такая история. Я всегда говорю, 80% результата события зависит от нашего настроения на это событие. И если мы не переживаем, что что-то старое уходит, значит новое обязательно придет. Если закрываются одни двери, будут обязательно открываться другие двери. И это такая история очень важная для стрельцов первой декады. Поэтому здесь, ребята, понимаете, как планировать свой август. Стрельцы третьей декады, ребята, у вас движение вперед, четко, планомерно составляем план, получаем свою прибыль, вкладываемся в вещи важные, в вещи семейные, те вещи, которые дадут вам уют, комфорт, которые вы чувствуете, что вам нужны. Здесь нужно именно еще подключать и практичность этих вещей. Не просто там «я хочу и мне хочется». Нет, конечно, потому что здесь уже близко Нептун опять будет делать, даже отдаленный аспект Нептуна дает влияние на нашу жизнь. И здесь может иллюзорность опять включиться. Нет, включайте четкость и планомерность своих желаний, тогда эти 2 недели будут очень хорошие. Не заглядывайте на соседскую траву, вы не знаете, сколько он удобрений туда вложил для того, чтобы его газон был такой прекрасный, да. Поэтому идем дальше, ребята. И эти 2 недели августа у каждого свои, и только от нас зависит, как мы с этим справимся, потому что кто-то психует и не справляется, и вот у нас наступает 23 августа, и я скажу, что вот здесь будет как раз-таки финал нашего лета, не совсем финал, здесь будет результат, будем ли мы применять действия к своим решениям или нет. 23 августа. У нас новолуние в Деве, Солнце в квадратуре с Ураном, да, это история, когда я устал, я ухожу однозначно, да, когда я хочу все поменять. На этот момент Венера в оппозиции с Плутоном, когда в любовных отношениях мне недостаточно, мне мало, если у вас и есть такая эмоция в натальной карте, то есть у вас Венера в Скорпионе, что вообще в принципе у стрельцов тоже нормальная история, если у вас Венера в напряженном аспекте с Плутоном, то тогда вы можете
неудовлетворенность в личной жизни пустить в финансовую историю. То есть это такая психологическая история, когда мне мало. Мне мало по как раз-таки теме Венеры. Это тема финансов, тема любви, вообще в принципе это тема удовлетворения. И если вы можете вот так психологически трансформировать свою сексуальную неудовлетворенность в работу, я не говорю сейчас зарабатывать на этом фоне деньги, нет, переконвертировать всю свою страсть и пылкость в деньги. Но в прямом смысле можно это и так сказать, то есть здесь не воевать с мужчиной, да, с женщиной в паре, а здесь как раз-таки понимать, так, мы с этим разберемся, но всю эту злость я сейчас направлю, мне эта злость нужна для работы. Тогда да, тогда вы будете и новые методы в работе применять, тогда вы будете там реализовываться, тогда вы будете понимать, что недостаточно мне не в любви. В любви вам недостаточно разговоров и понимания, взаимопонимания, потому что Венера в этот момент будет находиться в Раке, а потом во Льве. Это когда хочется, чтобы нас максимально понимали и чувствовали, да? Понимали наши желания, понимаем, что мы хотим. А как это возможно? Только сказать об этом, понимаете? Особенно после периода ретроградного Меркурия, когда нам всем, в принципе, хочется говорить только либо на очень яркие темы, чтобы кого-то заинтересовать, либо как-то блеснуть своими знаниями, компетенциями, да? Либо как-то вот доказать свою правоту. И здесь получается у нас такая просадка, да, что мы начинаем рушить отношения. Не надо так делать, не надо рушить работу, нужно понимать, чего вам не хватает, чего недостаточно. И да, это я могу сказать, что это будет актуально для всех стрельцов. И на таких эмоциях мы входим в сентябрь. Мы входим в сентябрь, и 1 сентября у нас как раз-таки тот самый Сатурн уходит в Рыбы. И уже делает прям четкую квадратуру стрельцам третьей декады. Ребята, продуктивность и планомерность до 14 февраля с нами работает еще Сатурн. То есть мы возвращаемся в ретроградном движении Сатурна к тем старым своим вопросикам. Это стрельцы третьей декады. Что не доделали? Стрельцы первой декады с ингрессией Сатурна обратно в Рыбы теряют вот эту планомерную стабильность, четкость движения вперед. То есть если вы до этого момента не составили план, теперь без Сатурна просто двигаемся сами. Стрельцы второй декады. Ребята, вот здесь планомерное движение вперед, здесь дипломатия, здесь работа. Но если вы в работе, в личных жизнях не уяснили вот этот урок с коммуникацией, с репутацией, то насколько наши проблемы могут нас разрушать и портить нашу репутацию, да, путем наших речей, коммуникаций, то здесь наступает опасный период для стрельцов второй декады. Это Юпитер в квадратуре с Марсом. Будет стоять этот аспект первую неделю сентября. Будьте аккуратны, стрельцы второй декады. Не нагрубите, не нагрубите. Плюсом, ребята, у нас еще на небе, сейчас всем стрельцам говорю, первую неделю будет квадратура Меркурия с Ураном. Это хороший аспект для овладения сложных знаний, плохой аспект для движения за рулем. Будьте аккуратны. Травмоопасный аспект, который рассеивает нашу концентрацию, не более. И да, в работе, в карьере все, что связано с Ураном, первую и вторую неделю сентября может остановиться, потому что у нас 6 сентября ретроградный Уран включается, то есть он первую неделю сентября замедляется, останавливается, 6 сентября разворачивается, уходит в ретроградное движение. И до 7 ноября он будет у нас еще в Близнецах, потом перейдет в Тельца, вернется. Здесь будет передышка для стрельцов первой декады. Если вам не нравится движение Урана, его разрушение вы считаете очень сильны, тогда, ребят, понимаем, что до 26 апреля 2026 есть окошечко пожить без Урана, в такой прошлой своей жизни, в прошлой своей такой стабильности, зарабатывать на тех проектах, которые вы зарабатывали раньше, и здесь не будет такая остановка и вихри, связанные с Ураном. И да, очень важный момент, почему все-таки гороскоп, рассказывающий про сентябрь, потому что в этом году у нас коридор затмений в сентябре. Да, он на октябрь уже не растягивается, а в следующем году осенний коридор затмения у нас будет в августе. Поэтому, ребят, понимаем, да, что с ингрессией Урана в Близнецы жизнь у нас будет ускоряться еще сильнее, да.
И коридор затмения у нас начинается с 7 сентября, начинается с полнолуния в Рыбах. На кого будет влиять? Будет очень влиять на всех стрельцов. Вот на всех стрельцов 1, 2, 3 декады будет эмоциональный такой день полнолуния, да, скажу, что необходимо будет здесь, конечно же, различать четко свои эмоции, свои действия, отделять вот это все, не переживать там, где от нас этого не требуется, да, просто четко, планомерно идти вперед. На период этого коридора затмений всем стрельцам говорю, держите эмоции под контролем, потому что вообще, в принципе, коридор затмения — это эмоциональное событие, потому что начинается у нас в полнолуние, закончится коридор затмений в новолуние. То есть всегда задействованы Солнце и Луна, всегда задействованы кармические узлы. Плюсом у нас еще под конец коридора затмения будет задействован аспект Уран в квадратуре с Венерой, что очень сильно будет влиять вообще в принципе на стрельцов и первой декады, и третьей декады, и второй, ребята, декады, потому что самое эмоциональное начнется коридор затмений влиять на стрельцов второй декады. Вот для вас начнется эмоционально, а закончится полегче. А на стрельцов 1 и 3 именно коридор затмений закончится на таких очень больших эмоциях, да, поэтому здесь коридор затмений заканчивается 21-22 сентября, все зависит от полушария, в котором вы живете, на точной квадратуре Венеры с Ураном, да, плюсом у нас еще Марс. Помните свои эмоции осенью 2024 года. Так вот, у нас тогда была оппозиция Марса с Плутоном. Сейчас у нас повторение этих событий, эмоций, ну еще и помните конец апреля 2025 года, когда у нас был аспект Марса с Плутоном, но тоже была оппозиция. Но сейчас квадратура. Квадратура это очень сильная, разрушающая, когда мы можем либо разрушить отношения, финансы, потому что здесь взаимодействие, ну, Марс переходит и в Скорпиона, да, наконец коридор затмений, то есть он из весов Скорпиона переходит, делает точную квадратуру с Плутоном. Это аспект большой силы, мощности, больших финансов, деньгозарабатываний. То есть здесь все зависит от того, какая эмоция у вас включится. Венера в квадратуре с Ураном, это я говорю сейчас стрельцам 1 и 3 декады, да, все зависит от личных положений планет в натальных картах. Ребят, насколько вы на настоящий момент времени привыкли кризисы в семье переживать, кризисы с финансами переживать, и если у вас с финансами на настоящий момент времени, то есть к окончанию коридора затмений, все хорошо и вы свои долги все закрыли, то тогда здесь будет такой стимул и толчок развития наоборот, к зарабатыванию еще больше, к сверхприбыли, да, то есть на этом аспекте люди часто сделают сверхприбыли, если поднимаются выше своих слабостей, расслаблений таких, да. Если же у вас наоборот к этому моменту накопятся долги, то и вы понимаете, что здесь необходимо бы как бы это все решить, но вот такая лень. То есть если вы над своей ленью поднимаетесь, да, то и обстоятельствами, и понимаете, что все возможно, то я вам говорю, что все возможно. Здесь к концу коридора затмений включится такая мощная эмоция движения вперед. И помните, я говорила, у нас еще бисекстиль, который и вплоть на ваши дни рождения действует, и всю осень. Это потрясающая просто конфигурация заработка больших денег. И я вам, ребят, на самом деле говорю, что нужно здесь идти, двигаться вперед. Конечно же, моменты провисать они у всех будут, где-то отдохнуть. Если прям устали, дайте себе несколько денечков отдыха, прям выспитесь, отдохните, отключите соцсети, просто отдохните, потому что новостная лента будет абсолютно разная, новостная повестка будет сбивать фокус от своей жизни, но я вам говорю, не сбивайтесь, идите в своем направлении, идите к своим целям, приобретению недвижимости, приобретению семьи, любви, тех качеств, которые вы хотите, да, наработки своих компетенций, новых знаний, которые вам не хватает для повышения, да, потому что для стрельцов это очень хорошее время подъема вперед. Неважно на каких эмоциях, на эмоциях закрытия старой жизни, вхождения в новую, да, или наоборот, возвращения в
старое прошлое для того, чтобы в этом еще максимальную такой вот выхлоп поднять, да, то есть это как у стрельцов третьей декады, и нет здесь ничего такого плохого, это жизнь, ребята, мы сейчас идем на тех эмоциях, на которых мы можем, на каких мы подстраиваемся. Поэтому взращивайте в себе благоприятные чувства, оптимизм, что все будет хорошо. Но не оголделый оптимизм, что Женя сказала, значит так и будет. Все это, что я сказала, к этому необходимо прикладывать усилия. А на напряженных аспектах усилий вдвойне или втройне. Но у вас, по крайней мере, есть четкая история, когда это начнется и когда это закончится. И да, ребят, спасибо большое, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам потрясающего лета. И если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях. И увидимся в следующих роликах. Пока-пока.